Привет! Меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем... Ой, что это? Что случилось? Лампочка перегорела. Секунду, сейчас поменяем. Оп, отлично! Здорово, когда ты умеешь плести, а особенно плести лампочки, которые дают свет, которые дают радость и хорошее настроение. И в этом видеоуроке мы с вами как раз такую лампочку и сплетем. Ну что ж, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков ближних двух рядов смотрят в правую сторону, а открытые стороны столбиков дальнего ряда смотрят в левую сторону. Плести мы с вами будем примерно в центре станка. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать для плетения лампочки. Для основного тела, скажем так, лампочки я буду использовать желтые резинки, а для цоколя буду использовать серебристый металлик. Вы можете выбрать, конечно же, те цвета, которые сами захотите. Из прозрачных, кстати, очень здорово получается, а цоколь можно делать из золотых резинок. Итак, берем две резинки и накидываем с центрального столбика на какой-нибудь крайний, вот на этот. И представим, что вот этот столбик у нас является центром звезды или центром кружочка. И вокруг этого центра сейчас нам нужно накинуть лучи по кругу. То есть еще две резинки берем, накидываем вот сюда. Еще две резинки вот сюда. Еще две. В центре опускаем резинки вниз, чтобы нам было место для накидывания следующих. И продолжаем накидывание. И последняя пара этого круга накидывается на центр и вот сюда. Замечательно. На центральный столбик нам нужно накинуть одну резинку и закрутить ее 4 оборота. Накинули, это один оборот. Закручиваем второй, третий и четвертый оборот. Теперь берем крючок, заводим его внутрь центрального столбика и отодвигаем тыльной стороной крючка резинку, которую только что закручивали 4 оборота. Захватываем пару, которая находится выше всего. Снимаем со столбика и накидываем на тот столбик, которому эта пара и принадлежит. В моем случае это вот этот столбик. Далее вновь заводим крючок в центральный и захватываем следующую пару, которая выше всего. И накидываем на соответствующий столбик. Далее вновь заводим в центр, захватываем следующую пару, накидываем на соответствующий столбик еще одну. Предпоследнюю пару, опять же изнутри. И последняя пара, здесь уже совсем просто, она накидывается на столбик, тоже которому и принадлежит. Теперь нам нужно нарастить на каждом столбике еще пару резинок. Посмотрим, как это делается. Берем две резинки и заводим крючок внутрь одного из столбиков. Выносим крючок как бы снизу и накидываем на него две резинки. Вытаскиваем теперь сверху и вторую часть этой пары возвращаем обратно на крючок. И вот так получилось, мы ее накинули. Снимаем теперь с этого столбика те резинки, которые на нем находились, и вместо них накидываем те, которые находятся на крючке. И так нам нужно поступить с каждым столбиком. Берем еще две, заводим внутрь столбика, вытаскиваем крючок снизу, накидываем две резинки, вытаскиваем их сверху, накидываем на крючок другую часть, снимаем со столбика то, что на нем находится, и вместо этого накидываем пару резинок, которые мы с вами нарастили, которые. Далее следующий столбик, заводим крючок внутрь, накидываем на него пару, вытаскиваем аккуратненько. Здесь не очень удобно, но все-таки нам это нужно сделать. Накидываем пару, вытаскиваем изнутри, вторую часть возвращаем обратно на крючок, снимаем со столбика и накидываем то, что сейчас на крючке находится. Еще парочка резинок. Заводим крючок внутрь, вытаскиваем, возвращаем, снимаем и накидываем.
Вот такая незамысловатая операция. Еще 2. И, наконец, на последнем столбике нам нужно сделать вот такое наращение. Заводим крючок внутрь, накидываем 2 резинки, вытаскиваем их аккуратненько изнутри. Возвращаем и накидываем на столбик. Замечательно. На всех столбиках опускаем резинки максимально вниз. И сейчас по кругу будем накидывать пары резинок. Берем 2 штучки и накидываем вот сюда. Затем еще 2 резинки накидываем на следующую пару столбиков. Еще 2 резинки. Вот таким образом. И по кругу накидываем. Теперь обращаем внимание на боковую сторону столбиков. Внизу мы видим 4 резинки нижнего ряда и чуть выше 4 резинки верхнего ряда. Нам нужно с каждого столбика захватить 4 нижних резинки и с внешней стороны скинуть их внутрь круга, который у нас получается. На следующем столбике тоже захватываем 4 нижних, с внешней стороны скидываем внутрь. На следующем столбике 4, тоже скидываем их внутрь. Вот на этом столбике аккуратненько захватываем 4 нижних резинки, скидываем их внутрь и разворачиваем станок, чтобы было удобнее работать. Еще с 2 столбиков снимаем. 1 и 2. Опускаем резинки максимально вниз. И сейчас нам нужно расширить вот эту конструкцию, а именно расширить угловые столбики. Делаем это так. Захватываем 2 резинки верхних углового столбика и смотрим, откуда они идут. Видно, что эти резинки идут вот с этого столбика. Такой вариант нам не подходит. Придерживаем их рукой и захватываем следующую пару. Видно, что она относится к центральному столбику. Именно это нам и нужно. Накидываем, соответственно, на столбик, который находится немножко дальше. А ту часть, которую придерживали, возвращаем обратно на столбик. На вот этом теперь столбике также разберемся, посмотрим, откуда идет верхняя пара, снимаем и видим, что она идет у нас с центрального столбика, с того, с которого и нужно. И поэтому эту пару мы сразу накидываем на соседний столбик. Разворачиваем станок и разбираемся вот с этими столбиками. Захватываем верхнюю пару, откуда она идет, с центрального, вот с этого. Это нам и нужно. Накидываем вот сюда. Теперь здесь тоже идет с центрального. Замечательно, поэтому накидываем на соседний столбик. Теперь нам нужно немножко увеличить длину резинок, которые вот здесь у нас лежат. Мы берем просто вот эту 4, натягиваем и накидываем на столбик, который чуть дальше находится. И здесь тоже захватываем те резинки, которые на этом столбике лежат, натягиваем и накидываем на соседний столбик. Теперь нам нужно накинуть резинки по кругу, чередуя 2 резинки, скрученная в 2 оборота. 2 резинки, скрученная в 2 оборота. Я беру сначала 2, накидываю, затем беру 1, скручиваю ее на пальцах в 2 оборота, накидываю на следующую пару столбиков. Теперь беру опять 2, накидываю дальше. Теперь опять скрученную в 2 оборота. Вновь 2. И снова скрученную в 2 оборота. Еще раз 2. И еще раз скрученную в 2 оборота. И, наконец, опять 2. И последний раз скрученная в 2 оборота резинка. Теперь обращаем внимание на боковую сторону и вновь видим резинки нижнего ряда и верхнего ряда. На некоторых столбиках у нас к нижнему ряду относятся 2 резинки, а на некоторых столбиках, вот на этих центральных, 4 резинки. И поэтому со всех столбиков мы захватываем резинки нижнего ряда и скидываем их, как мы это уже очень хорошо умеем,
с внешней стороны внутрь. Здесь захватываю 4. Здесь 2. 2. 2. На боковых столбиках везде 2. А вот здесь 4. Разворачиваем станок и опять по 2 резинки скидываем с каждого столбика. Опускаем все резинки вниз. Сейчас по кругу нам нужно накинуть двойные резинки, то есть 2. Берем 2, накидываем на пару столбиков и по кругу пошли накидывать. И как обычно, с каждого столбика захватываем резинки нижнего ряда и скидываем их с внешней стороны внутрь. Опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно вновь расширить угловые столбики. И делаем мы это по той же технологии, что и ранее. Захватываем 2 верхних, смотрим, откуда идет. Идет вот с этого столбика, а нам нужно, чтобы с центрального шло. Поэтому мы временно вот эту пару придерживаем и захватываем следующую пару. Видно, что она уже идет вот с этого центрального столбика, поэтому мы ее и накидываем на соседний. А вот эту возвращаем обратно на столбик. Теперь вот с этими резиночками давайте разберемся. Захватываем верхнюю. И она идет у нас из центра. Это нам и нужно. Накидываем на соседний столбик. Разворачиваем станок. Здесь захватываем пару. Откуда идет? Вот с этого столбика. Не подходит нам. Придерживаем. Снимаем следующую пару. Идет из центра. Накидываем на соседний. А вот это возвращаем обратно на столбик. И, наконец, последняя пара. Снимаем. Откуда идет? С центрального. Вот с этого. Поэтому вот сюда и накидываем. И теперь, как мы делали и раньше, раздвигаем вот с этих столбиков резинки немножко дальше. Здесь захватываю все 4 нижних, натягиваю и накидываю на соседний столбик. И здесь тоже захватываю все 4 нижних резинки. Натягиваю и накидываю на соседний столбик. Опускаем резинки на всех столбиках вниз. И сейчас по кругу накидываем резинки парами. То есть по 2 штучки. И, естественно, после того, как накинули, снимаем с каждого столбика резинки нижнего ряда. На некоторых столбиках это 2 резинки, а на некоторых столбиках 4. 2 резинки на тех, я думаю, вы понимаете, с которых мы расширяли, то есть угловые столбики, а 4 на всех остальных. Следующий ряд у нас будет рядом с глазами. Для создания глаз можно использовать как бусины размером 6-7 мм, которые вы можете купить в любом магазине, где продаются нитки, иголки, или вы можете использовать резинки черного цвета. Давайте посмотрим, как делаются глаза с помощью резинок. Берете 2 резиночки, сначала одну, и закручиваете 1, 2, 3, 4 оборота. Теперь 2 желтых резинки накидываем на кончик крючка и скидываем сюда вот эти черные. Натягиваем и скидываем. Размещаем вот эту заготовку на 2 и 3 столбике бокового ряда. Если считать те столбики, на которых находятся резинки. 1, 2, 3. И еще 2 глаз сделаем точно так же. Накрутим 1, 2, 3, 4 оборота. Далее 2 резинки накинем на кончик крючка и скинем вот сюда 4 оборота черной резинки. Так, и размещаем
соответственно, на третий и четвертый столбик. Глаза у нас получаются немножко смещены в сторону относительно столбиков вот этого ряда и относительно нашей конструкции. Но это ничего страшного. Когда мы сплетем, они у нас будут в любом случае в центре, там, где и должны быть. Если же вы используете бусины, то используйте вот такие заготовочки. 2 резинки, на них накинута бусина, и разместите их там же, где сейчас мы размещали глаза, сделанные из резинок. На все остальные столбики, чтобы у нас получился полноценный ряд, накидываем по 2 резинки. С каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда, 4 штучки на каждом столбике. Опускаем все резинки на столбиках вниз. Следующий ряд у нас будет рядом с щечками. Для создания щечек нам понадобятся красные резинки, а технология та же самая, что и при создании глаз. То есть возьмем одну красную резинку и накрутим ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Теперь возьмем 2 желтых, накинем на кончик крючка и снимем красные оборотики на эту желтую резинку. Точнее, на пару желтых резинок. И накидываем на 2 и 3 столбик, там, где располагался один глаз. И другую щечку нам нужно накинуть на соседние пару столбиков. Накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота. Захватываем пару, натягиваем и скидываем вот эти 4 оборотика. Накидываем на 3 и 4 столбик. Чтобы получился полноценный ряд, как обычно, на каждую пару столбиков накидываем по 2 резинки. Снимаем резинки нижнего ряда на каждом столбике. Опускаем на всех столбиках резинки вниз, и сейчас нам нужно будет сделать рот нашей лампочки. Но прежде чем сделать рот, давайте центральную часть поднимем. Для этого захватываем резиночки вот здесь с центрального столбика и аккуратненько их поднимаем вверх, чтобы они с этого столбика вверх слезли. И вот с этих столбиков тоже аккуратненько поднимаем наверх, чтобы нам освободить место для накидывания следующих рядов, и нам, чтобы вот эта масса резинок в этом не мешала. Ну вот, немножко вынули. И теперь давайте сделаем рот. Для рта нам понадобится одна черная резинка, и нужно накрутить ее 2 оборота на крючке. 1 оборот и закручиваем 2. Вот 2 оборота. Теперь захватываем все резинки, которые находятся между щеками на столбике, натягиваем их и скидываем на эти резинки 2 оборота черной, которые мы только что сделали. Теперь снимаем с этого столбика все резинки, а черную продвигаем ближе туда, внутрь, к центру. После этого возвращаем на столбик обратно желтые резинки, которые мы только что сняли. И получилось, что черная резинка у нас располагается за столбиком. Теперь делаем полностью ряд, состоящий из 2 резинок желтого цвета, накинутых на каждую пару столбиков. Берем 2 желтых, накидываем, еще 2 желтых накидываем дальше, опять 2 желтых и так по кругу.
И снимаем резинки нижнего ряда. По 4 резинки на каждом столбике. До этого мы занимались пока расширением корпуса лампочки, а сейчас нам нужно уже перейти к процессу сужения, потому что мы как раз дошли до середины ширины лампочки. Сужать будем все те же угловые столбики. Давайте посмотрим, как делается процесс сужения. Нам нужно с углового столбика захватить 2 верхних резинки и посмотреть, откуда они идут. Они идут вот с этого столбика. Поэтому их нам нужно накинуть на противоположный, то есть вот на этот центральный. Берем следующие 2 с этого же столбика, и они идут у нас отсюда, поэтому накидываем их на противоположный, вот на этот. Разбираемся с этим столбиком, захватываем верхнюю пару, смотрим, откуда идет. С центрального, значит, накидываем на противоположный. И оставшуюся пару накидываем, соответственно, на другой уже столбик. Разворачиваем станок и разбираемся вот с этими угловыми. 2 берем, они идут откуда? Отсюда, значит, накидываем на противоположный. А вот этот получается сюда. И, наконец, последний столбик у нас остался. Давайте захватим аккуратненько верхнюю пару. Посмотрим, откуда же она идет. А идет она со столбика вот этого, поэтому накидываем на центральный, а здесь накидываем на столбик этого ряда. Теперь по кругу накидываем резинки парами. Но здесь уже нам нужно накидывать, соответственно, вот так пару, еще пару, вот таким образом. А дальше уже так, как мы привыкли, по ряду. Здесь опять натягиваем, накидываем на центральный столбик. Здесь натягиваем, накидываем. И по ближнему к нам ряду тоже все просто. 1, 2 и 3. Все, замкнули фигуру. С каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда. Но здесь, обратите внимание, сложность в том, что на некоторых столбиках у нас аж по 6 резинок, а на некоторых столбиках даже по 8. Вот на этих. Их нам нужно все захватить снизу и скинуть с внешней стороны внутрь. Но захватывать можно не сразу 2, а, например, частями. Вот здесь мне нужно 6 нижних резинок. Скинуть я захватываю 3, допустим, сначала скидываю, и затем оставшиеся. Вот здесь 4 резинки, здесь все просто. Здесь опять 4, все очень просто. Здесь 6. Если можете, то сразу все попробуйте скинуть. Если же не можете, то частями. Ну вот здесь уже сразу все сложно скинуть, потому что 8 штук их. Поэтому мы будем пытаться частями. Одну часть и вторую часть. На этом столбике тоже 8 резинок. Тоже попробуем частями. Одна часть и вторая. Разворачиваем станок и продолжаем с другим рядом. Захватываем нижний ряд. Снимаем здесь 4. Вновь 4 и угловой столбик 6 резинок. Опускаем на всех столбиках резинки вниз. И сейчас нам нужно вот с этого столбика и вот с этого резинки немножко приблизить к центру. То есть здесь мы захватываем все 4 резиночки, которые находятся на столбике. Аккуратненько снимаем со столбика, который находится немножко правее резинки, чтобы на них накинуть то, что у нас сейчас находится на крючке. Я сейчас верну вот это дело обратно, для того, чтобы помочь себе крючком скинуть резиночки с этого столбика, чтобы как-то освободить место
для накидывания. Ну вот, я снял. Теперь вместо тех резинок накидываю вот эти. Точно так же и делаем вот с этим столбиком. Давайте сначала снимем, чтобы было нам легче на него накинуть. Вот так. Аккуратненько снимаю все резинки, которые на нем находятся. Беру вот эти 4 и передвигаю их на столбик, который находится ближе к центру. И теперь по кругу накидываем резинки парами. Можно еще центр немножко вверх поднять, чтобы уже увидеть мордочку нашей лампочки. Я не знаю, у ламп лица или мордочки. Ну, будем считать, что мордочка. По кругу накидываем резинки парами. Из каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда. С внешней стороны внутрь все как обычно. Теперь нам нужно опять сузить угловые столбики. То есть раскидать вот с этих столбиков резинки на соседние. Делаем это так же, как и раньше. То есть захватываем 2 верхних резинки, смотрим, откуда они идут. Вот отсюда. Значит, накидываем их на противоположный столбик. Эту захватываем. Откуда идет? Отсюда. Значит, накидываем на противоположный столбик. Так, разбираемся вот с этим столбиком. Захватываем 2 верхних резинки. Откуда они идут? С центрального. Поэтому накидываем их вот сюда. Здесь снимаем, накидываем, соответственно, на противоположный. И с 2 оставшихся столбиков еще посмотрим. Так, здесь, посмотрите, у меня резинки смешались. То есть, одна идет вот отсюда, а другая вот отсюда. Поэтому нам нужно некоторый порядок все-таки навести. Взять резинки, которые относятся только к одному столбику. Я вот захватываю теперь и четко вижу, что они идут вот отсюда. Накидываю на противоположный. И здесь берем и накидываем на противоположный. Последний столбик снимаем откуда? С центрального. Поэтому накидываем вот сюда. И здесь накидываем вот сюда. По кругу накидываем по 2 резинки. Здесь тоже, посмотрите, мы сильно натягиваем, натягиваем, натягиваем и накидываем вот сюда. Здесь пара, как обычно. Далее опять сильно придется натянуть. Натягиваем, натягиваем вот сюда. На центральный столбик. Еще парочка вот здесь пойдет. Тоже сильно-сильно натягиваем. Оп. Все отлично. Еще 2 резинки по ближнему ряду. Еще 2. Накидываем, натягиваем, натягиваем и вот сюда. Снимаем теперь с каждого столбика резинки нижнего ряда. На некоторых по 6 резинок, а вот на этих столбиках по 8 резинок относятся к нижнему ряду. Можно опять же сразу захватывать все или по несколько. Допустим, вот здесь сначала я 4 захвачу или 3, а затем оставшуюся часть. Здесь 8 резинок, и нужно нам быть очень внимательными, чтобы захватить именно те резинки, которые относятся к нижнему ряду. Здесь тоже будем очень внимательны. Захватываем, скидываем. И захватываем оставшиеся. Тоже скидываем. Разворачиваем станок. И здесь снимаем часть и оставшиеся.
6 резиночек. Скидываем. Резинки опускаем вниз. И сейчас немножко ближе к центру придвинем резинки с дальних столбиков центрального ряда. Здесь снимаем все, которые находятся на столбике. Поднимаем часть лампочки и накидываем вот сюда. Развернем станок. Здесь захватим все 4 резинки, снимем со столбика и аккуратненько накинем на соседний. Так. На всех столбиках опускаем резинки вниз. Сейчас нам нужно накинуть по кругу резинки, чередуя 2, скрученная вдвое, 2, скрученная вдвое. Берем 2 резинки, накидываем вот так. Теперь скрученную вдвое, на пальцах скрутим вдвое, накинем на следующую пару столбиков. Опять 2 идут. Далее скрученная вдвое. Опять 2. И последняя скрученная вдвое резинка. С каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда. Теперь переходим к плетению цоколя. Для тех, кто не знает, цоколь это такая металлическая часть лампочки, которая вкручивается в патрон. Для создания цоколя я буду использовать резинки серебристого цвета. Возьмем одну резинку и скрутим ее на пальцах в 2 оборота. Далее засунем крючок внутрь какого-нибудь столбика сквозь все резинки и накинем сюда 2 оборота серебряной резиночки, которую мы только что взяли. И вытащим аккуратно сверху. Вторую часть этой резинки возвращаем обратно на крючок. Теперь со столбика снимаем желтые резинки и вместо них накидываем серебристые, которые мы только что сделали. На одном столбике сделали наращение, теперь на следующем точно так же скрученная вдвое серебристая резинка. Накидываем крючок, сюда серебристую, вытаскиваем аккуратно сверху и вторую часть возвращаем обратно на крючок. Теперь снимаем со столбика желтые резинки и вместо них накидываем серебристые. Еще одна серебристая, скручиваем вдвое. Итак, я думаю, вы догадались, на всех столбиках нам нужно поступить. Заводим крючок внутрь, накидываем серебристую, аккуратно вытаскиваем. Главное, ничего лишнего не захватить, то есть, чтобы желтые резинки не захватились вместе с серебристыми. Вторую часть возвращаем обратно, снимаем со столбика и накидываем серебристые. Осталось 3 столбика, но здесь процесс абсолютно точно такой же. Накидываем по кругу серебристые резинки по 2 штучки. Берем 2, накидываем на эту пару столбиков, еще 2 на следующую пару столбиков, еще 2 дальше. И снимаем с каждого столбика резинки нижнего ряда. На каждом столбике их 4 штучки, которые относятся к нижнему ряду. Здесь не запутаетесь.
Отлично. Опускаем резинки вниз и делаем еще один слой, состоящий из 2 резинок серебряного цвета, накинутых на каждую пару столбиков. С каждого столбика снимаем нижний ряд. Опять по 4 резинки. Теперь возьмем 2 серебристых резинки и на них будем скидывать всю получившуюся у нас конструкцию. Делаем это так. Накидываем пару резиночек на 2 любых столбика и скидываем на них резинки нижнего ряда. С одного столбика и с другого. Теперь эту пару резинок немножко подвигаем дальше. Одну часть захватываем, накидываем на соседний столбик. И другую часть тоже захватываем и тоже накидываем на другой, противоположный, соседний столбик. Но на них скидываем после этого резинки нижнего ряда. С этой стороны и с той стороны точно так же. Двигаем эту пару резинок еще. То есть на следующий столбик. Аккуратненько. И с другой стороны тоже двигаем на соседний. Получается на центральный, вот на этот. И снимаем с этих столбиков резинки нижнего ряда. С одного столбика и с другого столбика. И на станке у нас осталось всего лишь 2 столбика, на которых есть резинки. Заводим крючок в один из этих столбиков. Придерживаем 2 резиночки и в другой столбик заводим, захватываем и тоже 2 резинки снимаем. Теперь из этой пары нам нужно сделать петельку, проведя одну ее часть внутри другой части этой же пары резинок. Максимально, насколько позволяет прочность ваших резинок, затягиваем. И чтобы ничего не расплелось, нам нужно вот эти петельки куда-нибудь вплести. Я захватываю какую-нибудь пару петелек и в них вплетаю вот эту пару. Затем захвачу еще какие-нибудь петельки, например, вот эти, и в них вплетаю тоже эту пару дальше. Теперь, чтобы нам дальше не вплетать, мы можем вот эту петельку просто запихнуть внутрь лампочки. Для этого заводим крючок где-нибудь сбоку и вытаскиваем его сверху. Где-нибудь свободное место. Например, вот здесь. Захватываем вот эти торчащие резинки и уводим их внутрь. Здесь самое важное, ничего лишнего не захватить, потому что тогда лампочка как бы внутрь уйдет. Поэтому процесс может получиться не с первого раза. Ну вот, вроде все получилось и вышло. Расправляем цоколь, расправляем саму лампочку. И, в общем-то, наша работа завершена. Вот такая лампочка желтого цвета у меня получилась. По-моему, здорово. Вот лампочка прозрачная, по той же самой технологии сделанная. Смотрится она, кстати, гораздо интереснее и гораздо более похожа на настоящую. Ну что ж, я надеюсь, вам этот урок понравился и у вас такие лампочки получились. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за этот урок и пишите в комментариях ваши впечатления и отзывы. До новых встреч! Пока!